Всем привет-привет. Так, сейчас я немного настрою. Всем привет. Рада вас всех видеть. Пожалуйста, напишите, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно. Буду рада, если вы также напишите, с какой страны, с какого города вы смотрите прямой эфир. Наталья Бахмутова, здравствуйте. Здравствуйте. Сайгон. Hello, Сайгон. Hello, my friend. Сайгон — это тоже человек, с которым у человека тоже есть канал на YouTube, и мы дружим, ходим друг к другу в гости и смотрим видео друг друга, также поддерживаем, ставим лайки. Вот. Так. Ната, Майорка, привет. Здравствуйте, Ната, здравствуйте. Наталья Бахмутова, Украина, Харьков. Очень приятно, Наталья. Итак, значит, я так поняла, что именно с вот этими наушниками, именно с вот этим микрофоном самый хороший звук. Предыдущая прямая трансляция как раз я проводила этими наушниками, и вроде как не было у девочек таких замечаний, что плохой звук. Поэтому я возвращаюсь к этим наушникам. Этими наушниками я озвучиваю. При озвучивании вроде как получается тоже звук хороший, поэтому надеюсь, что и сегодня со звуком будет все в порядке. Но, тем не менее, придется сидеть вот с такими вот ушами. Да, Сайгон, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня у меня такая тема, не знаю, насколько она вам понравится. Я хочу показать вам пластины, которые я ни разу не использовала, пластины для стемпинга. У меня уже была прямая трансляция, там, где я показывала те пластины, без которых я не могу обойтись. То есть это те пластины для стемпинга, которые я использую очень часто и на девочках, на своих, то есть на клиентках, и на себе, соответственно. То есть это вот прям в той трансляции там именно были те пластины, а, ну, скажем, пускай там даже на пластине один какой-то рисунок, но я его настолько часто использую, что эти пластины всегда у меня под рукой. Сегодня же я хочу посвятить прямой эфир тем пластинам, которые я ни разу не использовала. И я хочу объяснить, почему так получилось. Ну и немного хочу даже исправиться, скажем так. Пластины эти неплохие, которые я покажу, и дело совершенно не в этом. Просто, наверное, пластин так много, или я привыкла уже к тем пластинам, которые у меня есть. То есть я их тестировала, у меня уже есть какие-то наработки с этими пластинами. Возможно, именно поэтому я те пластины чаще использую. А так как к этим пластинам я ни разу, можно сказать, не притрагивалась, может быть, как раз-таки поэтому они у меня не в ходу. Я хочу исправляться и сделать ряд таких вот прямых эфиров, где я при вас буду расчехлять пластину и подготавливать с ней какие-то дизайны прямо в прямом эфире. Почему такая идея возникла? Девочки под видео пишут, как, ну вот у меня есть обзоры на пластины для стемпинга, и, например, я показываю там одну пластину и какие дизайны у меня с этой пластиной пришли в голову. И многие девочки пишут, вот как у вас так получается с одной пластиной, что в этом, наверное, ничего сложного нет, но, возможно, кому-то будет интересно именно посмотреть за процессом, за полетом моих мыслей, если они, конечно, возникнут в прямом эфире.
вот именно понаблюдать за процессом, как вот эти вот дизайны именно с одной пластины у меня получаются. Не будем долго затягивать. Так, Наталья, отличный звук. Спасибо большое. Спасибо, что написали. Надеюсь, и связь сегодня тоже будет хорошая. Просто немножко за окном потемнело, как-то пасмурно стало. Надеюсь, со связью будет тоже все в порядке. Сейчас я переключу камеру и покажу вам сначала те пластины, которые я не использую. И какую-нибудь одну мы с вами сегодня расчехлим и сделаем несколько дизайнов с ней. Так. Вот так, я надеюсь, видно. А, Как ни странно, но оказалось, что пластины не расчехленные у меня именно, ну, много, скажем так, немало пластин от Мой Лондон. Вообще у меня коллекция этих пластин где-то чуть больше 100, небольшая коллекция. Вот, и большинство именно не расчехленных пластин у меня именно от Мой Лондон. Они все довольно, на самом деле, они все интересные. Вот эту пластину я очень прям хотела. Это пластина Trend Hunter Collection номер 14. Здесь, ну, скажем так, геометрия, абстракция, что-то вот такое. И если вот так вот смотреть на пластину, когда я ее видела на сайте, мне ее очень хотелось. Вот этот рисунок мне очень хотелось иметь в своей коллекции. И, в принципе, и вот этот элемент очень интересный, да, такой вот 3D-эффект. Ну, вот эти звездочки, может быть, там где-то еще и попадаются. Вот это вот очень интересная, на а, у Живанши, по-моему, да, у Живанши есть вот прям вот такая вот полоска. Ну, вот этот элемент мне тоже кажется довольно интересным. Но по какой-то причине, вот знаете, вот пришла ко мне пластина, положила ее в холдер для пластин, и все на этом. И забылась. А так, вот, не знаю, почему-то мне эта пластина так и на руки не попалась. Вот эта пластина тоже. Ну, то есть сегодня будут все пластины от Мой Лондон, и я поясню, почему, возможно, я не использовала те или иные пластины. А, Пластина это, конечно, на любителя. Здесь черепа, скелеты, но согласитесь, вот даже, не знаю, хорошо ли вам видно, я просто не хочу расчехлять пластины, потому что вот буду делать это в прямом эфире. То есть вот это вот, даже вот этот рисунок, он на самом деле очень интересный, и он будет хорошо смотреться на ноготках, причем даже на коротких ноготках. Здесь единственное, вот сердечко выделить красным цветом, да, вот видите, у меня уже полет мысли, в принципе, срабатывает, да, какой дизайн сделать. И все, тут особо выдумывать, придумывать что-то не нужно. Есть вот такой вот тоже силуэт с ирокезом, да, вот с такой прической. А, ну, вот такой вот скелетная рука. Вот так вот, да, наверное. Вот. И тоже, единственное, на этой пластине, когда она ко мне пришла, я поняла то, что она даже на совсем короткие ноготки, а, ну вот 2 сантиметра, полностью вот этого рисунка мне не хватит. Соответственно, придется где-то что-то расширять прям на штампе, да, как-то увеличивать этот рисунок. Здесь вот есть такой тоже очень интересный, интересная композиция из булавок. А, Вот такая вот плетенка. Ну, не то, что плетенка, нет, это, наверное, больше такое вот, не знаю, можно ли это в прямом эфире говорить. Ну, такая латексная одежда, в общем, да, с вот такими завязками. Но это тоже может смотреться на ноготках очень интересно и необычно. Тем не менее, также до этой пластины у меня руки не дошли. Девочки, эта пластина, значит, Punk Collection 05. Какая-то пластина вас заинтересует, и мы вместе с вами эту пластину расчехлим и сегодня попробуем сделать с ней дизайны.
Вот, так что, если вам какая-то пластина понравилась, пожалуйста, пишите. И затем мы посмотрим, за какую пластину будет большинство, скажем, сегодня на расчехлении. Это пластина типографическая коллекция 0,4. Эту пластину я брала исключительно из-за букв. Тут, понимаете, буквы, цифры, причем буквы здесь разных размеров, они печатные. Этим именно и привлекла меня эта пластина. Но у меня есть также и другие пластины от других производителей с буквами, и вот пока что я как-то теми пластинами справлялась. Ну, вот не пришлось мне, скажем так, эту пластину расчехлять. Следующая пластина Алиса в стране чудес. Ну, то есть это такая тоже тематическая пластина 0,2. Тут вот такие вот есть силуэты девушек, зайчика, кота с широкой такой вот зубастой улыбкой. Ну, печенюшки, чайники, ключики, чашечки. Не знаю, тут есть, конечно, также надписи, немного надписей. а, Вполне себе приличные, вполне себе хорошие. Собственно, в гравировке пластин от Moe London мне сомневаться не приходится, но не попадались мне от них какие-то плохие пластины. Тем не менее, вот эти вот персонажи или же те же самые чайники и пирожные мне пока что не пригодились. Хотя вы знаете то, что я не только стемпинг делаю на девочках, на ногтях. Также я подготавливаю и конкурсные работы. И вот пока что даже в конкурсных работах эти пластины мне не понадобились. Следующая пластина, тоже готический стиль. Тут также вот эти вот, ну не знаю, почему-то в какое-то время я вот прям запала на вот эти вот, не знаю, как это назвать, наверное, корсет, да, корсет с вот такими завязками, ну вот что-то, да, похожее на корсет приглянулось на тот момент. И вот вот такая вот композиция. Мне она напомнила чулки на завязочках, такие с бантиком. Мне показалось это довольно оригинальным, и эта пластина попала в мою корзину, ну а потом уже, соответственно, ко мне попала. Тем не менее, несмотря на то, что насколько мне было интересна эта пластина, насколько мне хотелось ее получить, когда я ее получила, что-то как-то вот так вот она у меня и залежалась. Следующая пластина, пластина из коллекции веган, пищевая, тут кукбук, ну, такая вот коллекция номер 14. Здесь, конечно же, знаете, вот помните, наверное, было вот это вот все веганское, все прям такое натуральное и все такое. У меня есть девочки, которые придерживаются всеразличных диет, вот, и, наверное, мне казалось, что это тоже будет довольно актуально для них. Но что-то как-то пока что ничего веганского на ногтях никто не захотел. Из этой серии я брала несколько пластин, и вот получается, что все эти пластины, они у меня также и не использованы. А, Не могу сказать, что я как-то вот, знаете, выбирала, что вот там мне что-то пригодится. Нет, просто, наверное, из-за того, что, наверное, из вот каких-то вот таких вот фрагментов, да, вот раз, вот отпечатали вот этот элемент, либо вот этот элемент, либо можно взять прям вот этот такой вот, такую композицию. Ну, мне казалось, что именно вот эти элементы у меня будут в ходу. Ну, как вы видите, ничего подобного. Вот еще одна пластина из этой же коллекции. Здесь, значит, все, что касалось суши. Я очень люблю суши. Вот. И, и, наверное, вот именно из-за этого, собственно, эта пластина и попала ко мне. Конечно же, я не могла не ну вот, мне вот, наверное, нужен был прям вот этот вот лобстер. Мне так кажется. Мне так кажется, что вот мне на тот момент казалось, что вот этот лобстер, вот прям этот
прям без него не смогу жить. Не смогу больше заниматься стемпингом. Вот эта вот креветка, которая на вилке, мне показалась тоже довольно интересной. Краб, ну, вот вы видите, да, в принципе, когда мы смотрим на пластину, у нас одни ассоциации. Ну, какие-то, возможно, даже, я говорю, вот здесь у меня, наверное, сработало больше то, что вот люблю суши. Наверное, вот эта надпись, да, для меня сыграла какую-то вот такую вот роль, и пластина в итоге оказалась в моих руках. Но любовь к суше у меня не пропала, а пластина эта пластина так и стоит у меня без дела. Коллекция стоит у меня без дела. Коллекция «Калейдоскоп» от Мой Лондон. Это довольно известная коллекция. В свое время это, конечно, была прям вот бомбическая какая-то коллекция. Она у меня вся есть. Но, к сожалению, также не все пластины из этой коллекции мне посчастливилось использовать. Это, значит, «Калейдоскоп 08». Здесь вот этот элемент меня сразу привлек. Вообще я эту коллекцию брала, скажем так, не глядя. Просто я посчитала на тот момент, что, ну вот, наверное, у меня должна быть вся эта коллекция в наличии. Наверное, у меня должна быть вся эта коллекция в наличии. Не могу сказать, что это правильно. И, наверное, сейчас уже э, ну, прошло много времени, в моих руках уже побывало немало пластин, и я могу сказать, что действительно вот так вот бездумно закидывать пластину в корзину, а потом приобретать, это неправильно. Ну, да, я понимаю, что, а, наверное, я сейчас это говорю с учетом, знаете, уже прошедшего какого-то или даже приобретенного опыта, но хочу вот тем самым предостеречь девочек, которые, наверное, начинают заниматься стемпингом, и вам может показаться, что и вот этот элемент симпатичный, и вот этот элемент симпатичный, но, понимаете, когда пластина в итоге приходит к вам, попадает к вам в руки, а, тут хочешь не хочешь, в любом случае м, есть те пластины, которыми вы уже работали. И то есть, знаете, вам может казаться, что вот вам понравился этот элемент, и вам кажется, что этот же элемент понравится вашим клиентам. Но это на самом деле абсолютно не так. Абсолютно не так. Также коллекция «Калейдоскоп». Это 0,6 пластина. Здесь вот эти пластины из коллекции «Калейдоскоп», они действительно не требуют какого-то особого или сложной техники. Здесь достаточно, конечно, можно это раскрасить, никто не спорит, реверсивный стемпинг никто не отменял, но тем не менее сами эти композиции даже просто при отпечатывании будут неплохо смотреться, ну вот на мой взгляд. Следующая пластина также из этой коллекции «Калейдоскоп 0,5». Ну, как я сказала, я приобретала всю эту коллекцию, поэтому здесь вот тоже что-то как-то не зашло. Вот эти элементы, когда я смотрела на эту пластину, я думала, о, как же здорово, да, можно в принципе не покрывать ноготок каким-то цветом, можно просто вот отпечатать вот так вот рисунок, и у вас уже будет основной цвет на ногтях. Но, но не судьба, но не дошло. Как-то не зашло это. В итоге не сработало. А, Следующая пластина. Это из коллекции Rockstar, номер 14. И, конечно же, как вот я думала, да, ну вот, когда эта пластина попала ко мне в корзину, надпись «Джаз», вот такая вот она интересная, на мой взгляд, очень интересная надпись. Музыкальные инструменты. Я сейчас не буду их называть, потому что плохо в них разбираюсь. Ну, саксофон, наверное, да, вот эта вот труба, вот, что-то. И, конечно же, вот этот вот, как он, для пластинок, вылетело сейчас из головы. Вот это подскажите, кто помнит, это вот такая штука с такой трубой, на которой можно было прослушивать граммофон, да, граммофон. Ну, потому что я думала, что, ну, где я еще встречу вот такой вот граммофон?
Это же так здорово иметь на пластине для стемпинга граммофон. Ну, это вот я вот так считала, я так думала. Здесь вот эта девушка также мне показалась изначально очень интересной. Но, как вы понимаете, кроме меня больше так никто не думает, и никому больше граммофон на ногтях как-то не понадобился. Ну, может быть, кто знает, эти пластины коллекции Rockstar. И здесь, наверное, отголоски моей юности повлияли, потому что вот эта вот кассета, помните кассетные магнитофоны, вот как раз тут есть кассетный магнитофон, сама кассета с лентой, вот, который вот так вот крутится, с пленкой. Ну, то есть вот здесь вот, скорее всего, повлияло именно мое какое-то внутреннее подсознание из детства. Здесь также симпатичный вот этот вот скрипичный ключ. Ну, наушники, они, в принципе, и сейчас тоже актуальны, но, тем не менее, на тот момент вот у меня сработало, наверное, вот именно какое-то детское воспоминание, ностальджи, скажем так. Колонки вот тут также есть. В принципе, да, пластина, вы понимаете, что вот такие рисунки, их редко где встретишь. Ну, то есть это не то, чтобы, знаете, какие-то такие вот прям популярные а, рисунки. Тем не менее, как мы знаем, мода, она все равно, она также цикличная, и все забытое старое, это считается что-то новым. Может быть, когда-нибудь вот мне пригодится что-то из этого в моих каких-то, возможно, конкурсных работах. Следующая пластина также из коллекции Rockstar. И эта пластина ну, привлекла меня на тот момент вот этими вот элементами. Это, я так понимаю, как частота эквалайзера или что-то в этом роде. Поправьте меня, если я не права. Вот, то есть вот такой тоже, вот такой момент. Кстати, вот я хотела в своей конкурсной работе расчехлить эту пластину, потому что вот именно вот такие вот черточки мне напоминали, как, скажем, ну я во всяком случае хотела применить их, и вот это вот тоже как, ну типа на заднем плане здания домов стоят, да, вот такие чуть выше, чуть ниже, но нашла на другой пластине, более похожий на этот вариант, и поэтому эта пластина у меня также осталась не расчехленной. Вот. Хорошая надпись здесь. Я люблю что-то, в общем, я тут... Это коллекция Азия под номером 01. А, И эту пластину изначально я заказывала как раз-таки именно для того, чтобы просто отпечатывать на какой-либо фон, неважно, там градиент или просто какие-то там пятнышки размытые. Вот просто отпечатали какой-то элемент и все на этом. Мне казалось, что вот такие вот что-то вроде монетки, да, вот этот элемент, ну такая вот монетка, не знаю, в японском, в азиатском, в общем, стиле, такие монетки есть. Есть также вот такие вот что-то вроде уже прям композиции, тут домик, какая-то река, ну, какой-то ландшафт, в общем, что-то есть. Вот такой тоже домик есть, ну, пагода вроде как их называют. Вот здесь тоже, в принципе, пластина тоже довольно интересная, но вы как понимаете, видите, вот она лежит у меня и ждет. А когда ждет, вот я не знаю, когда я до них доберусь, потому что приходят новые пластины, какие-то новые, ну вот веяния уже в стемпинге, композиции какие-то новые. И эти пластины, они, ну, на мой взгляд, незаслуженно у меня вот так вот и лежат. Не пылятся, конечно, но лежат без дела. Вот это также пластина из коллекции Азия под номером 10. Когда она пришла ко мне, я немного также расстроилась. Почему? Потому что здесь вот эти вот композиции, они очень маленькие. Но это правда, прям совсем на короткий-короткий ноготок. И то, знаете, там, не знаю, вот типс, чтобы вы понимали.
Понятно, что типс, конечно, он побольше, но это вот прям уж совсем на короткие ногти. Ну, на мизинчик на какой-нибудь. И то, я не знаю, там хватит по ширине даже, да, вот по ширине как-то, чтобы вот рисунок полностью обхватил. Э, Поэтому, наверное, вот с этими пластинами у меня как-то совсем не задалось, потому что когда они ко мне пришли, я сразу понимала, что на них композиции, ну, прям совсем очень маленькие. Под номером 08. Я знаю, что у Mayo London коллекция Азия есть, ну, скажем так, точно такие же элементы, только в более крупном, а, более большие композиции для более длинных ноготков. Ну вот я вот так вот, видать, не угадала, и у меня эта коллекция, ну те пластины, во всяком случае, которые у меня есть из этой коллекции, они все с вот такими мелкими какими-то рисунками. Вот эти, конечно, можно использовать элементы просто как отпечатать. Ну вот, тем не менее, глядя сейчас, например, на эту пластину, у меня не могу сказать, что мне прям вот хочется создать при помощи нее какие-то интересные дизайны, но мысли во всяком случае появляются. Следующая пластина также из коллекции Азия 06. И здесь я вот этих вот двух слонов не могла обойти стороной. Ну вот не знаю, чем я думала. Я, меня навряд ли, даже я так скажу, мало меня интересовали все вот эти вот моменты. Мне на тот момент нужны были вот эти вот два слона. Это, конечно, я еще раз повторюсь, это абсолютно неправильно. Как вы видите, так эти два слона и стоят без дела. Но, я- как я сказала, это действительно очень неправильно выбирать таким образом пластину. Здесь вот есть еще вот такая вот маска, ну, такая очень зловещая такая маска. Она мне тоже на тот момент показалась интересной, но, думаю, на ногтях никто такую маску, ну, как-то не выбрал себе и не захотел. Следующая пластина также из коллекции Азия 04. Здесь вот филин, потрясающий просто филин. Он очень красивый, ну, во всяком случае, вот то, что я вижу на пластине. Здесь вот такая вот девочка также есть, вот такая вот тоже девушка, а, в- ну, куда-то смотрящая, в общем, вдаль. Ну и опять вот эти вот маленькие элементы, которые, ну, на мой взгляд, совсем прям на короткие ноготки. Это, конечно, можно обыграть, все это можно обыграть. И такие даже маленькие короткие элементы, их можно разместить и на длинных ноготках. Будет довольно интересно. Нужно будет как-нибудь попробовать. Следующая пластина. Так, это из коллекции Biker 05. Вот как можно было не заказать эту пластину, я не знаю. Вот, ну правда, я не знаю. Здесь вот посмотрите, это не новые пластины, поверьте, то есть это не пластины из новой коллекции от Мой Лондон. Это довольно старенькие пластины. И на тот момент, вот как можно было не взять вот этот вот череп с цветочками. Это, конечно, не совсем моя тема, вот эти вот черепа всякие, вот все такое страшное, страшилки. Не совсем моя тема, но вот как можно было пройти мимо? А вот этот вот, посмотрите, рогатый, ну, козел, рогатый козел, вот как, вот посмотрите, насколько здесь вот эти вот рога, да, выгравированы. Это же просто какой-то, это что-то с чем-то. Вот этот череп в огне, ну, это прям, вот мне казалось, что это прям вот в огне, но это прям, вот мне казалось, что это прям вот что-то шедевральное. Вот этот череп с костями, ну вот, вот как можно было мимо этого пройти? Орел вот этот вот, да, там, Харлей. Вот орел, не знаю, орел это кто это? Ястреб, ну, орел, скорее всего. Ну вот как можно пройти вот мимо вот этого орла? И вот ничего абсолютно не могла с собой поделать. Конечно же, эта пластина по-любому попала ко мне в корзину, а затем уже ко мне. Ну и вот эта вот змея, безусловно, поставила точку, скажем так, в моем выборе. Я сама змея, поэтому змея.
обойти, скажем так, стороной совсем мне тяжело, поэтому там, где змеи, там и я. А, из этой коллекции байкер я использовала неоднократно вот там другую пластину, да, тоже вот эти вот крылья очень часто, крылья ангела, такие двойные использую на одном, на втором ноготке, вот такие по крылу, да, делаю, и очень тоже симпатично. Ну вот с этой пластиной, ну вот как-то, хотя тоже пластина довольно интересная, но не зашло пока. Так, следующая пластина из коллекции Explorer 21. Тоже интересная довольно вот этот слон. Вот этот слон, вот эти вот цепочки. Я так думала, что вот это как раз то, что мне может пригодиться. Вот эта вот рука, не знаю, по-моему, в индийской мифологии или где вот эта вот рука всевидящего, там, не знаю, чего-то. Ну, как-то мне показалось эта пластина на тот момент интересной. Ну, как вы видите, кто знает арабский или вот каким-то, ну, такой вот арабской вязью тут написано, не знаю, что тут написано, тем не менее, пластина есть, но не использую. Следующая пластина также из коллекции Explorer 18. Это опять-таки, повторюсь, это старая пластина, но на тот момент вот эти вот греческие всякие моменты, да, вот эти вот какая-то там статуи, какие-то типа вот что-то такие вот гравюры. Ну, не знаю, мне на тот момент это все казалось очень интересным, завораживающим, да, вот, например, вот эта вот композиция очень интересная. Тут вот что-то два человечка, я не знаю, что там мужчина или женщина, что-то они там между собой решают, и все это в таком в античном стиле. Вот эти вот два бегущих человечка также в античном стиле. Ну, вот не знаю. Представляете, то есть этим пластинам, ну, я не знаю, вот сколько лет, и сейчас появились новые пластины. Там также есть и вот эти вазы античные, и всякие статуи, и все такое, но это вот только сейчас, да, вот у нас опять вот это вот все возвращается. А у меня эта пластина лежит уже много лет, и почему-то вот руки как-то до нее, ну, никак не доходили, что очень странно. Следующая пластина также из коллекции Explorer 17. Здесь у нас Египет, ну, тема Египта. Тема эта для меня тоже очень интересна. Мне вообще все нравится. Такое загадочное, непонятное, мистическое, мифическое. Это все мое. Вот. Э, Думаю, ну, у каждого есть к этому хоть какой-то небольшой интерес. Тут вот Жук сделал, тут опять-таки какие-то вот типа горы, солнышко, верблюд, всевидящее око, вот это вот, парнейшая кошка просто, да, вот такой силуэт кошки. Ну, вот тоже интересная пластина, но также никому не пригодилась. Почему-то, ну вот только я, видать, на нее как-то внимание обратила. У меня также очень много пластин обратила. У меня также очень много пластин от Мой Лондон из коллекции Турист. Это пластина под номером 20. А, я у меня много пластин из этой коллекции, и, конечно же, на тот момент, когда я выбирала пластины, точно так же у меня вот здесь вот, наверное, слон в моей голове работал слон, змея, да, мимо которой я также не могла пройти мимо. Ну и, конечно же, само вот это вот здание, это также, в принципе, как я считала, что пускай даже какой-то элемент, какой-то фрагмент из этого рисунка в любом случае будет интересен. Вот эта вот девушка в позе йоги, какой-то, не знаю, что это за поза, но тем не менее, э, тоже мне показалось интересным. Ну, вы видите, что у меня срабатывает, да, при выборе пластин. Вот это было, я еще раз повторюсь, это было давно, но тем не менее, вот хочу предостеречь девочек, это, знаете, вам может понравиться там какой-то элемент, но дальше это все будет у вас лежать, и мало вы это будете применять. Следующая пластина, хотя вот тоже, казалось бы, вот есть пластины, которые я использовала, может быть, там и один, и два раза, но во всяком случае хотя бы использовала.
Следующая пластина также из коллекции «Турист». Наверное, вот эти вот такого вот это вот здание, наверное, кальяны, наверное, меня тут привлекли. Ну вот я не знаю, я вот сейчас смотрю на эту пластину, ну что, курительная трубка? Ну нет. Инжир. Да, наверное, вот этот вот инжир мне очень понравился. Вот этот вот музыкальный инструмент, к сожалению, не знаю, как он называется, но вот, да, мне, наверное, это тоже показалось очень интересно. Вообще мне все, ну и кальяны, конечно, вот такие вот, да, все различные сосуды, их тоже редко встретишь на пластинах, и я думаю, что именно вот это меня и привлекло. Видите, даже тогда, даже несколько лет назад я на пластины не смотрела, вот как, вы знаете, вот там красивый рисунок, или там интересный рисунок, или а как он будет смотреться на ногтях. Вот мне просто казалось, вот кальян на пластине, все, значит, надо брать, потому что где еще можно встретить кальян? Ну или инжир. Следующая пластина также из коллекции «Турист» под номером 16. Эта пластина посвящена Берлину, то есть вся эта коллекция, вот эта вот «Турист», она посвящена каким-то различным городам. Это, значит, городу Берлин посвящена. Здесь вот такой вот медведь на двух лапах, вот такие наряды. Не знаю, что у меня сосиска здесь привлекла какая-то там, я не знаю, вот этот вот рогалик. Ну вот, возможно, да, вот этот вот труба, как музыкальный инструмент. Такса, здесь очень симпатичная такса. Вот, она очень хорошо читаема. Ну и, конечно, вот эти вот здания, и, как оказалось, здания очень помогают именно при создании каких-то конкурсных работ. Ну вот, пожалуйста. Так, следующая пластина — это «Турист», также коллекция «Турист», номер 12, и эта пластина посвящена Лас-Вегасу. Что, да, вот фишки, карты, вот это, я так полагаю, от игровых автоматах. Здесь очень красивая гравировка игральных карт. Вот две вот игральные карты есть. Если, конечно, их раскрасить, то дама, по-моему, и валет, или король. Вот, думаю, будет симпатично. Сама надпись, конечно, куда же без этого. Не могу сказать, что вот тут, не знаю, машина, ну нет, скорее всего, фишки, может быть, какие-то, да, привлекли. Ну вот, либо только вот это вот одна такая композиция. Как вы видите, ни слонов, ни змей тут нет, но пластина как-то почему-то у меня есть. Следующая пластина. Это также из коллекции «Калейдоскоп». Первая пластина. Здесь такая девушка с калейдоскопом. Думаю, в детстве у многих это было, но во всяком случае в моем детстве такая игрушка была. Вот, ее крутишь, и там вот такие вот все различные красочные яркие композиции возникают. Очень красиво. Эта пластина, конечно же, действительно стоящая, она достойна внимания, на мой взгляд. И тут есть что и раскрасить, а я люблю, как вы знаете, раскрасить. Но вот, видите, тут у меня также лежат это, вернее, также вся коллекция от Майо Лондон, которая называется «Зодиак». Вот, и а, тут у меня также есть несколько пластин, которые я совсем не использовала. Здесь, в этой коллекции, в коллекции «Зодиак», то есть все года, ну, 12 знаков зодиака, и вот каждому из знаков посвящена пластина. Получается, я не использовала пластину года собаки, получается, вот так вот. Здесь иероглифы, в принципе, в каждой из этих пластин можно что-то подчеркнуть, если вы хотите создать какой-то дизайн восточной тематики. В каждой. Здесь также в каждой пластине есть года, да, в которых непосредственно были рождены люди с этим знаком зодиака. Вот. С этим годом, да, не 12, хотя там тоже, по-моему, 12, да, там, ну,
Я, возможно, сейчас что-то как бы напутаю, но, по-моему, там тоже 12. Все правильно, 12 пластин, значит, 12 этих по годам. Там они как-то... Год собаки, получается, у меня не был тронут. Ну вот не знаю почему. Тут, в принципе, есть довольно симпатичные силуэты собак. Дальше я не использовала, получается, год мышки. Год мышки не использовала, хотя я делала дизайн на год мышки такой серенький. Ну вот мышка тоже как-то эта пластина, видать, у меня осталась без внимания. Тут обязательно есть, знаете, какие-нибудь веточки, которые могут пригодиться, цветочки. Ну, то есть в этой пластине, в принципе, да, добавлены и иероглифы, и вот какие-то такие вот а, сеточки интересные, которые можно отпечатать в дизайнах. Вот такие вот композиции. Тоже мелкие, но тем не менее. Ну, вот эта вот мыша, например, да, очень симпатичная мышка. Ну, не знаю, не использовала. И не использовала я также год быка, то есть пластину, которая посвящена году быка. Вот, пожалуйста, какие-то вот такие вот орнаменты. Вот тут девушка такая очень симпатичная с музыкальным инструментом. Ну вот не использовала. Вообще, в принципе, эту коллекцию я не то чтобы там выбирала ее, я просто приобрела всю коллекцию. И, как ни странно, вот то, что вы сейчас видите, да, вот какие-то пластины я уже использовала. Но я их использовать стала не так уж давно. А, ну, может быть, петуха я использовала. Вот эту, например, пластина, это была в конкурсной работе у меня. Эту пластину я также использовала в конкурсной работе. И, ну, вот самая такая тоже пластина, которая в моей конкурсной работе была. Это вот эта вот девушка, да, вот думаю, те, кто видел, тот вспомнит вот эту вот девушку, которая у меня была в конкурсной работе. Ну, то есть, в принципе, пластины неплохие. Но, тем не менее, как вы видите, очень много из них это вот вся такая вот коллекция, которая не тронута именно с пластинами Мой Лондон. Я еще раз скажу, я не скажу, что эти пластины какие-то плохие, или они неинтересные, или какие-то они не оригинальные, или не актуальные. Тем не менее, вот как-то руки у меня до них не дошли. Я буду очень рада вам, признательна. Сейчас мы с вами расчехлим какую-нибудь пластину и попробуем сделать какие-нибудь дизайны с ними. А сейчас, пока вы пишете, какую пластину вы хотели бы расчехлить в прямом эфире, я почитаю пока что ваши комментарии. Так, Сайгон, еще раз hello, my friends. Ната, Майорка. Так, Сайгон, еще раз hello, my friends. Ната, Майорка, отличный звук. Спасибо большое, Ната. Наталья Буревич. Добрый вечер, Виктория. Здравствуйте, Наталья. Наташа Бахмутова. Ого, сколько у вас пластин. Это, ну, я говорю, это небольшая коллекция у меня, Мой Лондон. Только Мой Лондон показала. Здравствуйте, Андрей Павлов. Здравствуйте, здравствуйте. Ната Майорка. Небольшая коллекция. Чуть больше 100. Ну, это правда, небольшая коллекция. Думаю, стемпинголики, любители стемпинга сейчас меня поймут и скажут, ой, да у вас там совсем вообще мизерная коллекция. Потому что, поверьте, у девочек есть намного больше пластин, вот это поэтому и перестала покупать. Печалька. Наталья, я вас прекрасно понимаю, у меня тоже бывает такое. Ну вот поэтому я и решила в прямом эфире вместе с вами расчехлить. То есть вы понимаете то, что я ни разу эту пластину не юзала, ничего там не делала. И вот любую пластину на выбор мы с вами сегодня расчехлим и попробуем я попробую озвучить полет мыслей, который придет мне в голову, пока, пока мы будем смотреть на пластину и попробуем какие-нибудь дизайны с этой пластиной создать. Пожалуйста, выбирайте любую пластину, вот которую я показала, какая вам кажется наименее привлекательной, может быть, даже или сложной для создания. Я думаю, что будет намного интереснее, даже если какая-то это будет сложная пластина. Так, Андрей Павлов, я так полагаю, это вот девушка, не вспомню,
Карина, по-моему, поправьте меня, пожалуйста. А, Девушка, которая вот под ником Андрей Павлов. Так, у меня пишет, у меня другая Алиса от Мою, там именно иллюстрации. Да, я видела эту пластину, но вот я говорю, как-то у меня вот это не пошла, ну вот с этой темой, поэтому, собственно, больше эту тему как-то не добирала. Возможно, бы с той пластиной у меня как-то больше сложилось, или даже лучше, может быть, сложилось. Может быть, даже и в конкурсных работах как-то ее было интересно применить. Но вот пока что а, не это самое, не пополняю коллекцию именно с этой темой. Так, дальше Андрей Павлов пишет, калейдоскоп 05, интересная, карты Таро напоминает. Калейдоскоп 05, карты Таро напоминает. А, так, калейдоскоп 05. Так, это у меня или вы про свою пишете? Не знаю, у меня тут есть она. Калейдоскоп 05. Так, сейчас. Так, граммофон. Да, это спасибо большое, Андрей, да, спасибо, что подсказали. Тоже вылетело из головы, но потом вроде. Так, я согласна, что сейчас 90-е в тренде, и я надеюсь, что вот эти вот пластины, которые у меня залежались, возможно, будут как раз-таки применяться. Кейтлин Нел, здравствуйте, Кейтлин, очень рада вас видеть. Кстати, вот, девочки, хочу вас познакомить. Кейтлин Нелс также имеет свой канал на Ютубе. Проходите, у нее там просто очень много распаковок с Алиэкспресс, очень много товарчиков девушка показывает. И тестирует, и показывает, ну, то есть очень интересно. Сама недавно буквально вот залипла на нескольких ее видосах, так что проходите, смотрите. Так, Андрей Павлов, Азия 01, очень клевая. Азия 01, спасибо большое. Кейтлин Нелл, у меня пока немного пластин, но уже заразилась. Это да, это такое дело зараз. Так, Хелена, да, простите, пожалуйста, если вдруг неправильно прочитала. Hello of Slovakia. Добрый день, Словакия. Очень рада вас видеть, Хелена. Очень рада. Спасибо, что поддерживаете в прямом эфире. Байкер шикарная. Байкер, вот вообще коллекция Байкер, она действительно очень интересная. Ну вот я правда не могла пройти мимо. Ну вот видите, какие-то пластины все-таки у меня лежат без дела. НАТО Майорка, Азия 01 и Калейдоскоп 08. Это, я так понимаю, Ната написала те пластины, которые бы она хотела видеть в расчехлении. Спасибо большое, Ната. Спасибо. Андрей Павлов, Берлин подойдет любителям сериала «Бумажный дом». Не смотрела этот сериал. Интересный? Кто смотрел, пожалуйста, напишите. Я в поисках сериалов. Знаете, так вот бывает. Сядешь и как прям засмотришься этими сериалами. А, Что можно сделать со шрифтами? Со шрифтами можно написать любое имя, то есть на 4 ноготках по одной букве написать. Можно, если минимум, я думаю, что это всегда, согласитесь, согласитесь, даже сейчас вот эти вот и слайдеры, и пластины для стемпинга, там, где есть надписи, вот если на пластине есть надпись, то ее обязательно отпечатывают и обязательно куда-нибудь всовывают, потому что, ну, это актуально. Кейтлин, спасибо большое. Это вам спасибо, Кейтлин, что поддерживаете в прямом эфире. Так, итак, у нас, значит, насколько я поняла, Азия 01, да, это вот эта вот пластина, Азия 01 и и Калейдоскоп 08. Девочки, давайте мы все-таки с вами сегодня одну пластину, чтобы просто
Я так понимаю, а то я сейчас опять тут меня и так уже многие девчонки ругают. Ты чего так подолгу сидишь в прямых эфирах? Там типа часик и хватит, а ты прям совсем там уже засиделась в прямых эфирах. Итак, вот две пластины Азия 01 и Калейдоскоп 08. Какую из этих пластин давайте мы с вами расчехлим в прямом эфире и а, подумаем о том, какие можно сделать с ними дизайны. Я пока вот это вот уберу. Пожалуйста, выберите какую-нибудь одну пластину. Я же сказала по вашему желанию, а я пока вот подготовлюсь. Немножко вас увеличу. Я пока подготовлюсь, пока очищу. Жду вас, девчонки, жду вас в комментариях, пожалуйста. Мы берем с вами Азия 01 или же Калейдоскоп 08. Какую из этих пластин мы будем сегодня с вами расчехлять? Я подготовлю штампики, подготовила уже, подготовила. Так, угу. Так, так, написать понятно, а что можно придумать необычное? Так, у вас, спасибо большое, у вас, Андрей Павлов, у вас, окей, у меня сериал шикарный, там есть персонаж Берлин, окей, я поняла вас, хорошо, запомню, написать понятно. А, Во всяком случае, я очень надеюсь, что в прямом эфире меня не покинет не покинет вдохновение, и мы с вами обязательно что-нибудь придумаем. То есть вы прям, вот прям в прямом эфире будем с вами что-нибудь творить. Так, необычное, да, обязательно что-нибудь необычное. А, Ирина, вечер добрый. Спасибо большое, Ирина, что написали, какую пластину хотели бы расчехлить. Расчехляйте Азию и берите ее в работу. Андрей Павлов написал. Спасибо большое. Кейтлин, Азия. Так, бамбук нереальный просто. Андрей, да, окей. Так, и Елена Мюнхен к нам присоединилась. Здравствуй, здравствуй, Леночка, здравствуй. Спасибо большое тебе, моя хорошая, что ты меня поддерживаешь всегда в прямых эфирах. Вот также про Елену Мюнхен готова вам рассказать. Это также это нейл-мастер с Германии. Так, вот, девочки, при вас расчехляю пластину. Азия. Так, вот большинство за нее проголосовали. Вот, у Леночки свой канал, она мастер в Германии. Очень интересная тема, мастер в Германии. Очень интересные техники у нее по маникюру. Пожалуйста, смотрите, а дизайны. Леночка сейчас тоже увлеклась стемпингом, поэтому, пожалуйста, проходите, смотрите. Так, ну вот давайте, глядя на вот эту пластину, вот мы ее расчехлили, давайте посмотрим. Ну вот смотрите, например, вот этот вот элемент, он довольно, вот если вы смотрите на него, да, вот видно, я надеюсь, хорошо. Здесь вот очень похоже на вензельную композицию. Конечно, это не вензеля, но тем не менее. Это и вроде как и не цветочки, вроде и не листочки, и вроде не вода. Вроде, в общем, глядя на вот такую композицию, понимаешь, что это что-то, что сложно описать. Ну, просто вот какие-то там закорючки. При этом закорючки довольно интересные. В какой технике, вот, например, если мы говорим про стемпинг, вот эту вот композицию интересно было бы отпечатать. Ее можно отпечатать градиентом, двумя либо тремя цветами, да, и посадить на какой-нибудь градиент. И, в принципе, тут, ну, зачем еще что-то выдумывать? Давайте вот прям с этого и начнем. Возьмем, тут может быть абсолютно что угодно. Я возьму желтый цвет и возьму красный цвет. Я не хочу, чтобы сейчас были тут какие-нибудь сюрпризы просто, поэтому... Так, у меня много лаков для стемпинга, и пока во всех разберешься.
Возьму красный и желтый от Dance Legend. У меня есть тут подготовленные типсы. Возьму вот такой типс, на нем уже есть градиент. Градиент, как вы понимаете, можно сделать какой угодно. Здесь у меня градиент от желтого к красному, значит, соответственно, вот эту композицию я буду отпечатывать наоборот. Сверху у меня будет красное, снизу будет желтое. Ну, вот давайте как-то так. Подготовила два цвета. Так, сверху красное, снизу желтое. Взяла скребок, постелила салфеточку. Так, взяла штампик. Ну вот, давайте отпечатаем. Так, таким образом отпечатали. Думаю, видно, да? Убрали лишнее. Не уверена, что лак подсох. Может быть, возможно, вообще там все высохло. Но, тем не менее, пробую отпечатать. Так, видно? Вот, пожалуйста. Вот такой у нас получился стемпинг дизайн. Ну вот проще простого, согласитесь, то есть ну, ничего тут особо не придумано, потому что тут такая композиция, и она очень красиво, на мой взгляд, смотрится и подчеркивает тем самым градиент. Конечно, можно эту же композицию отпечатать и отдельно, да, ну просто каким-то одним цветом, и тоже будет замечательно смотреться. Ну, давайте дальше. Что у нас тут еще есть интересного? Так, трясется. Давайте теперь возьмем что-нибудь такое, что можно было бы, ну, скажем, раскрасить. Да, что-то оригинальное, да, вот мы же хотим что-то оригинальное. Например, печатываем, а, а, можно, конечно, это тоже сделать в прямом эфире. Хотите, если... Можно просто отпечатать, быстренько там вот эту монетку натереть какой-нибудь втиркой, чтобы она вот прям, знаете, как вот такая прям монета прям сверкала, сверкала какой-нибудь серебристой или золотистой втиркой. И вот тоже будет на ноготке просто шикарно смотреться. Бамбук. Вот это будет смотреться. Бамбук. Вот этот бамбук. Так, ну вот на каком-нибудь вот таком, наверное, фоне. Ну вот что, опять-таки, а, давайте сделаем вот эту вот композицию более интересной. Итак, мы возьмем с вами темно-зеленый какой-нибудь цвет. Сейчас, одну секунду. Возьму вот такой вот темно-зеленый. Так, и отпечатаю вот этот бамбук. Вот у нас этот рисунок. В принципе, вот все, он меня устраивает. Я взяла немного с шиммером лак, ну, чтобы он, скажем так, выделялся. Что мне хочется? Мне хочется теперь вот именно а, центр, центр закрыть. Так, убираю лишнее. Так, закрыть мне хочется центр, причем закрыть мне хочется его именно также с градиентом. Ну, как с градиентом. Не скажу, что это прям будет вау, супер какой градиент, но тем не менее. Обычными лаками просто это не так легко сделать. Возьмем просто желтый и возьмем оранжевый цвет. Такой сделаем как бы типа, ну, во всяком случае, как
И я это вижу. Так, это не тот желтый. Вот он. Так, встряхнула. Это сейчас я беру обычный лак. Обычный лак. Раскрашивать, как вы знаете, можно и обычными лаками. Вот это обычный лак от Dance Legend. И мы раскрасим с вами только центр. Наш штампик. Таким образом, не дышу, да? Не дышу. Когда раскрашиваю, не дышу. Понемножку лака на штампик. Вот совсем прям по чуть-чуть. Почему? Потому что обычный лак это все-таки обычный лак, и он быстро сохнет, так же как и лак для стемпинга быстро сохнет. Я как-то говорила, да, о том, что когда я вот что-то делаю, я не знаю, как там вам видно, не видно, когда я что-то делаю, я автоматически, у меня рот на замок, и все, я там уже вся в процессе, и уже болтать особо не могу. Так, кисточкой особо не возюкаем, для того, чтобы у нас сам рисунок. Кисточкой особо не возюкаем, для того, чтобы у нас сам рисунок, стемпинг рисунок, который мы отпечатали, чтобы он у нас никуда не поплыл. Да, вот таким образом. Верхнюю часть. И сейчас мы с вами раскрасим нижнюю часть. Я цвета выкладываю на штамп. Почему? Потому что, ну, во-первых, это ближе к раскрашиваемой зоне. А во-вторых, ну, то есть вы вот не отвлекаетесь, то есть ваши глаза, они не нужно смотреть, где там на палитре какой цвет. Вот у вас все перед глазами, все четко. И сам лак, так как он быстро сохнет, здесь у вас меньше, соответственно, телодвижений. Можно было, кстати, вот внутри, да, но вот это вот сейчас только хорошая мысля приходит опосля. Можно было бы раскрасить вот этот кругляшочек символом инь-янь, да, вот так вот. Ну, видите, мысль пришла позже. Видите, мысль пришла позже. Вот, пожалуйста, раскрасили. Смотрим на обратную сторону. Вот такой вот вариант у нас получается. Вот посмотрели, видим, что где-то там вот желтый у меня недокрашенный. Нужно было это, конечно, сделать, когда раскрашивала желтым. Ну, а почему не сейчас? Ладно, сейчас, значит, сейчас. Да, мне приходится просто смотреть в камеру. Вот. Вот такой вот. Пускай подсыхает. Мы с вами дальше продолжим. Так как у меня, ну, просто нужно подождать, пока это все высохнет, пока это сохнет, мы с вами дальше рассмотрим, какие варианты у нас еще могут быть с этой пластиной. Так, что? Так, одну секундочку, тут у меня провода.
Давайте возьмем, ну, вот смотрите, например, вот эти вот, да, тоже монетки. Они ведь также, и вот эта вот птичка, ласточка тут с деревьями, это, в принципе, вот точно так же, как мы сейчас делаем с вами вот этот вот кругляшочек а, с тростником, или как он там, да. Вот тут есть вот такая вот интересная композиция: домик, дерево и какие-то там цветочки. Давайте вот эта вот птичка вообще шикарная, смотрите какая. Вот вообще прям, давайте ее, давайте, ой, мне прям очень понравилось. Я не очень люблю черный цвет, но в данном случае я отпечатаю именно черным цветом. Возьму просто сейчас другой штампик. Очень красивая птичка. Да. И сейчас мы ее с вами также раскрасим. Ну как, не так же, вернее, чуть-чуть раскрасим, придадим ей немножко красок. Где у меня? Лишнее уберу. Пластину, так, вот. Наверное, здесь я буду раскрашивать желтым, также оранжевым. Ну, цветочки я имею в виду. Желтым, оранжевым. А саму птичку каким? Ну, надо так, чтобы она тоже вот по цветам, надо, чтобы она тоже как-то выделялась. М, Или раскрасить цветочки красно-желтым, а птичку оранжевым. Давайте, наверное, красно-желтым, а птичку оранжевым. Вот видите, вот как-то вот так вот у меня мысли. Мои мысли, мои скакуны. Песня, да, такая. Сначала мы желтым расставим акценты. Так, я там из кадра не выпала. Вот так вот на цветочках. Вот так. Просто расставляем акценты. Так, тут у нас вот еще зеленые будут веточки. Замечательно. Так, где еще у нас, может быть, желтого добавить? Немножко вот так вот сделаем, чтобы это все-таки не только центр был. Угу. Так, теперь цветочки мы раскрасим. Вот красным не очень хочется на самом деле, потому что это будет темно. Давайте все-таки мы розовым. Ну, я уже примерно так-то я, конечно, давайте возьмем розовый, сделаем все-таки розовые цветочки. Вот так вот прям, смотрите. Тут такая интересная довольно композиция, видите, раскрашиваем мы именно цветочки. Хотя сама вот эта вот птичка, она в таком вот. Ну, вот по-быстренькому, да? Угу. Так, ну и последний вот у нас цветочек. Так, я надеюсь, я там не очень убегаю. Не совсем там куда-то убежала. Конечно же, обязательно добавим в эту композицию зеленого. Куда же без него? Куда же без него?
Это у нас изнанка, поэтому я, знаете, я тут особо не это, как-то не боюсь ничего замазать. Фон у нас как бы есть, поэтому вот так вот прям, можно сказать, совсем небрежно закрашиваю. Мгм. Так. Ну и остается только птичка. Ее мы с вами раскрасим оранжевым цветом. Можно, конечно, можно эту птичку раскрасить и не одним цветом, а раскрасить ее, скажем, несколькими цветами. Можно и так заморочиться. Но вот давайте я все-таки попроще. Не буду усложнять себе задачу в прямом эфире, скажем так. Дело тоже высохнет. Вот у нас высыхает один, высыхает другой, и потом мы с вами в итоге все это дело а, перенесем. Давайте еще какую-нибудь возьмем композицию с этой пластины. Да, у нас мы уже сделали, ну, можно сказать, практически сделали 3 дизайна. Давайте возьмем еще, сделаем еще дизайн какой-нибудь. Что можно по поводу вот этой вот медальки, да, ну, вот этой вот монетки, это я вам сказала. Я просто не буду сейчас это в прямом эфире делать. Я думаю, всем понятно, как это можно сделать. Это несложно. Давайте что-нибудь еще, возможно, просто отпечатаем. Да, давайте. Так, возьмем фон какой-нибудь потемнее. Ну или, ну или скажем, вот так. Вот такой вот фон возьмем. Вот эта вот композиция, домик. Тут не ви, ну вот какие-то вроде бы, вот вроде здания, вроде бы что-то там какая-то, какое-то море, не море. Ну, какая-то речка, что ли, вроде бы течет. Сейчас мы отпечатаем это дело. А мы можем взять также и вот эту вот этот вот рисунок. Здесь тоже вот само здание есть, и вот какая-то веточка, вот они какие-то цветочки. Я не знаю, какой вот. Можно хоть этот, хоть этот. Просто вот этот, мне кажется, будет больше ну, тут есть больше хоть что-то раскрасить. Возьмем белый лак для стемпинга. Так, так, а штампик-то я... Белый лак для стемпинга. Отпечатали. Берем лишнее. Скотчем я убираю. И переносим вот сюда вот такой вот рисунок. Вот. Так, я... Вот. Вот, перенесли рисунок белым лаком для стемпинга. В принципе, вот это, ну, так можно оставить, да, но можно же и раскрасить. Давайте возьмем светло... Так, я, наверное... Так, видно вам, как... Я просто придам какой-то вот, знаете, чтобы оно просто не совсем было белое, скажем так. У меня нет задачи закрасить всю эту красоту. Просто она не будет белая. Сейчас мы еще возьмем потемнее немножко. Где-то добавим. Так, вот так вот. Так, ну это я тоже не знаю, что это. Пускай будут у нас деревья. Мы их зеленый цвет покрасим. Так, тут у нас нам надо добавить что-то голубое. Вот.
Причем закрашивать можно не обязательно, это вот я взяла просто лак для стемпинга, раскрашивать можно акварелью, акварельными каплями это можно сделать. То есть на белом фоне, как вы понимаете, это можно сделать чем угодно. Вот здесь вот я вот эти вот деревья, так вот. Я не стараюсь, вот вы сами же видите, да, тут нету какого-то, знаете, четкого, вот прям, чтобы, ой, прям как-то четко раскрашивать. Да нету такого. Просто придаем оттенок, скажем так. Вот таким образом. Почему я краску выставила на штамп? Я вам потом позже покажу. Просто со штампа ее легко же потом скотч просто раз и убрали. И не нужно никакое там средство использовать специально. Вот, пожалуйста, вот у нас домик, и вот он там уже с чем-то зеленым, да, там есть где-то беленькое просвечивает, ну а что такого? Думаю, что вот это тоже продолжение домика, а я его как-то упустила, и его надо тоже сделать таким вот бежевым. Ну так вот. Ну тут вот какая-то загогулина, это я уже не знаю, что это за загогулина. Так, сейчас я возьму такой потемнее коричневый, ну чуть-чуть потемнее. Совсем вот капелюшечку. И добавлю вот здесь такие вот прям вот точечно, вот так вот добавлю, чтобы эта часть, она была как бы так вот потемнее, скажем так. Затемним. Это прям вот совсем чуть-чуть. Можно, конечно, этого и не делать, но почему-то... То есть вот как раз вот эти вот моменты, где мы немножко затемняем. Так, высохло. Да, как будто и нарисовали. Представляете? Так, вот, пожалуйста. Дальше добавим немного голубого. Где у меня голубой-то? Так, вот голубой. Точно. Добавим немного голубого. Была бы, если бы на этой пластине еще вот какой-нибудь кругляшок, знаете, такое вот солнышко. Можно было бы прям вот так вот сверху сейчас тут отпечатать. Прям вот солнышко какое-нибудь. Добавим голубого. Ну вот здесь вот у нас типа будет течет речка. Вот она вот так вот у нас течет. Небрежно. Небрежно, куда хочет, туда и течет. Вот она. Может быть, тут, конечно, и не речка, я не знаю. Ну вот, в общем, у меня это речка. И нам нужно закрасить, ну я так возьму вот такой вот зеленый. И раскрасим с вами вот таким зеленым. Вот. Вы видите, что я не пытаюсь как-то все очень аккуратно это сделать. Но, тем не менее, вот такой вот у нас пейзажик получается. Вот таким образом это можно сделать. Вот. Если вы сейчас вот на пластине, например, вот было бы что-то, да, такое вот, что можно было, например, сверху добавить, пускай даже та же самая веточка. Ну окей, давайте вот эту вот добавим. Пускай такая волна и типа ветер это. А, Сделаем, наверное,
также белым. Просто выберем, какой из фрагментов нам больше подходит. Так. Убираем лишнее. Так, я хочу, ну вот, знаете, типа вот это вот такое округлое солнце, да, ну оно понятно, что оно не солнце и совсем не округлое, но просто, чтобы добавить, вот оно, вот таким вот, типа полукруг такой добавили сюда, беленький. И также, как и с теми, где у нас оранжевый, давайте возьмем белым отпечатали, и теперь вот так вот оранжевым тоже. Я тут сначала оранжевым немножко вот так вот придам цвет. Причем вот где-то я даже буду оставлять белые участки. Ну, на мой взгляд, они совершенно тут не имеют... Ну, у нас с тем цветом. Да, надо, наверное, красный взять. Вот, что-то не понравилось, тут же можно это все дело исправить. Это же ваше, да, я художник, я так вижу. Вот, затемню вот эту вот часть. Затемню вот эту вот часть. Так. Вот так. И желтым. Желтый. Так, это уберу. И отсюда вот у нас будет такой вот желтый вихрь, скажем так. Немножко смешаем. Хорошо бы, конечно, если бы вот обычные лаки вот так вот хорошо между собой бы смешивались. Но, тем не менее, можно и так. Ну вот, пожалуйста, тут какая-то такая абстракция, но, тем не менее, заполнили, скажем так, а, эту часть типса вот таким образом, да. Тут ветер, не ветер, что тут, я не знаю, облако, не облако, но то, что есть на пластине, то и добавили. Понятное дело, что если бы, например, можно было с двух пластин, то мы бы добавили с двух сторон. Ну, такая вот, да, вот такая какая-то тут непонятное что-то на фоне вот какого-то там домика. Почему нет, да? Давайте еще. Так, сколько мы там уже, не знаю, меня там еще не выгоняют? Нет? Ох ты, уже сколько по времени. Так, давайте, наверное, значит, вот у нас то, что подсыхает. Как мы дальше мы что делаем? Мы, конечно же, убираем вот эти вот, крашивать. Все это убираем со штампа. Так, тут тоже также убрали. Все, убрали. И теперь нам нужно, соответственно, вот у нас получилась вот такая вот птичка. Очень симпатичная. И получился у нас вот такой вот тростничок. Тростничок у нас можно, вот, например, вот на такую. Ну, о чем мы? Давайте. Где у нас
Рисунок у нас полностью высох. Выбрали фон. Можно это делать вот на типс, как я, например, в данном случае делаю. Можно клеем для фольги, также показывала, можно прям вот на рисунок. Полусухой кистью. Полусухой. Можно праймером. Можно праймером. Так, птичку. На какой бы фон посадить птичку? Вот не знаю. Тут, в принципе, подойдет любой фон, знаете. Зеленый, желтый, не знаю, красный, розовый. На любой фон вот такой вот. Можно даже на черный фон посадить птичку. Так, вот на такой фон. Наверное, красный. Может быть, все-таки на красный. Красный с черным. Ну, давайте вот на красный, да. Так, птичка у нас еще не подсохла. Так, этот товарищ у нас как подсох. Так. Таким образом. Отпечатываю. Конечно, этот дизайн можно дополнить, да, любыми там, я не знаю, черточками, полосочками, кругляшочками. Можно было вообще вот прям, скажем так, к низу, да, не по центру разместить этот шарик, а по низу. Вот, например, вот птичку, да, можно ведь ее и выше, вот, разместить, а можно ниже, скажем так, разместить. Но я просто буду вот так вот рисунок. Вот. А здесь уже, ну не знаю, давайте вот, наверное, вот этот вот элемент я хочу просто, ну как законченность, да, какую-то, чтобы была. Вот этот вот элемент отпечатаю. Абсолютно неважно, как он там отпечатается. Мне нужна только его часть. Да, и вот здесь вот, например, так, вот здесь вот на кончике, хопа, да, вот здесь вот на кончике, вот таким образом. Ну, типа добавить ну, каких-то таких вот кружав, да, типа кружева. Вот с абсолютно другого рисунка взяли и допечатали. Вот эту композицию мне тоже хотелось бы дополнить. Глядя на позицию, мне тоже хотелось бы дополнить. Глядя на пластину, я думаю, что вот этот вот тоже рисунок, вот если его раскрасить, как птичку вот мы делали, да, вот раскрасить тоже было бы интересно. И вот бабочку тоже можно раскрасить. Вот эту, наверное, композицию возьму я. Хотелось бы что-то с листьями, но тут уже как-то, наверное, не до этого. Ну или давайте возьмем вот этот вот элемент, отпечатаем его золотистым цветом. Так, да, придадим немножко золота. Так, ну немножко здесь плохо убрала, мне просто неудобно. Нам по большому счету нужны только вот так. Так, видно, да? Допечатаем. И вот так допечатаем. Ну и вот, пожалуйста, да, у нас готовые с вами дизайны. Так, сейчас я освобожу, почищу вот эту пластину. Это пластина Азия общего, скажем так, голосования. Решили, что расчехляем именно эту пластину. И в прямом эфире мы с вами подготовили вот такие вот 4 дизайна. Перекрывать я их не буду. Вот такие вот 4 дизайна мы с вами подготовили.
Не знаю, как насчет вот быстро, не быстро. На камеру, понятное дело, все равно, да, там и руки не так, и потом перед глазами все это дело, сам экран. Вот, ну вот такие вот дизайны получились. Я считаю, что это все-таки дизайны на скорую руку. То есть тут ничего замудренного, ничего сверхъестественного нет. То есть это салонные дизайны. То есть это как вот в принципе делается там один-два ноготка, делается на клиентах, все очень быстро. Если там где-то что-то не нравится, где-то что-то добавили, где-то что-то убрали, и вот, собственно. Я не знаю, насколько вам будет интересен вообще, в принципе, такой формат. Мне интересно послушать именно ваше мнение. Если такой формат вам интересен, то, пожалуйста, дайте мне об этом знать, и я буду выходить вот в прямой эфир, буду расчехлять прям в прямом эфире какую-нибудь пластину и буду делать с ней прям в прямом эфире дизайны вместе с вами. Так, так, Елена Мюнхен, я давно тут. Спасибо, спасибо, Леночка. Андрей Павлов, Градиент, Кейтлин Нелс, красиво было бы белый, голубой, синий, как потоки воздуха. Здорово, Кейтлин, жаль, что я только сейчас прочитала ваш комментарий. Ну вот видите, у вас у самих уже тоже, как говорится, пошли, пошли вот эти вот волны, да, пошло вот это вот, передалось, скажем так, а, вдохновение. Так, Андрей Павлов, Кейтлин Нелл, согласна, мне такая же ассоциация пришла. Вот, видите, девчонки тоже, то есть, так, пагоды, синий. Мгм. Анна Лайф, очень интересный блогер, она креативный блогер, она осваивает и аэрографию, в общем, и китайскую роспись. Девочка очень целеустремленная, пожалуйста, также проходите на ее канал, смотрите видео. Анечка пишет: Викуля, привет. Неужели я попала к тебе на эфир? Долго уже в эфире. Я не знаю, сколько. Папа двух дочек. Здравствуй, здравствуй, папа двух дочек. Кейтлин Нейлс. Птичку тоже бы голубым. Почему-то так видится. Девочки, замечательно. Вот видите, то, что вы видите по-другому, эти вот цвета, во всяком случае, у вас уже, ну, как ни крути, а мысли возникают, да, как раскрасить, как что, а вот это вот этим. Ну, то есть, я считаю, что это здорово, именно так вот мозг и включается. Ведь то, что я очень не люблю, когда вот прям 100% повторяют какие-то чьи-то работы на 100%. Вот я всегда, если даже повторяю, ну, то есть я не вижу ничего плохого в том, чтобы повторить, но обязательно что-нибудь свое, да, я считаю, нужно добавить. Кейтлин, а вот на ноготке разукрасить белый отпечаток не догадалась. Из серии «А что, так можно было?» Да, конечно, можно. Прям на ноготке даже удобнее раскрашивать. Иногда, если даже если черный фон, это просто здесь еще вот фон был такой вот красно-оранжевый. А если черный фон, то там вообще можно акварельными каплями прям ляпать, знаете. И они там расплываются, и вообще ничего страшного, потому что на черном фоне не видно. Только там, где белое, только там и будет видно. Вообще очень быстро такие дизайны делать на ногтях. Анечка, Лайф Позитив пишет: жалко, плохо видно, у меня последнее время и нет тупит. Анечка, качество видео можно там тоже как-то исправить, потому что многие девочки, вот, кстати, меняют вот это вот качество самого видео, и оно становится лучше. Татьяна Лавнейлс, очень рада видеть, Танечка. Татьяна Лавнейлс тоже блогер, у нее и обзоры, и распаковки с сайта Алиэкспресс, очень многое для ногтей, тоже, пожалуйста. Так, Кейтлин Нейл пишет: очень прикольно получилось. Спасибо большое. Спасибо, Катенька. Это Кейтлин, Катя, Татьяна Love Nails, смайлики, смайлики. Отличный формат. Я рада, Танечка, что понравилось. Честно, мне очень интересно. Формат крутой. Спасибо большое, Анечка, спасибо. Отличная идея. Мы за.
Так, Анечка, лайв позитив, ты меня заразила, хочется прям сесть, что-то порисовать, но приболела, то дети, то я. Анечка, выздоравливайте, пожалуйста, не болейте. Девочки, я очень рада, что вам понравился такой формат. Значит, буду снимать и дальше в таком формате. Я тоже думаю, что это будет интересно, как вот так вот дизайны рождаются в голове в прямом эфире. Но опять-таки я скажу, это все-таки прямой эфир, и тут, знаете, тут может... Вот сейчас смотрю вот действительно на вот этот типс, да, вот здесь вот голубой добавили вот в водичку, и, конечно, вот здесь вот это вот завихрение голубое с белым было бы как раз в самую точку. Ну вот видите, это, девочки, это прямой эфир. Тут, как говорится, вот как руки, как руки делают, так делают. Ну вот это не то, чтобы, знаете, время посидел, такая подумал, а вот может быть это, а вот может быть то. Но вот тем не менее, вот такая вот идея. Надеюсь, мы еще будем с вами встречаться. Сейчас я переключу камеру. Ах, вот. Вот, уже вся в мыле, вся, вся, как говорится, вот видите, вот висит передо мной вот здесь вот телефон, то есть это, знаете, там подлезть как-то, как там что-то это на самом деле очень сложно. Вот, надеюсь, вы меня поймете, простите, если вдруг что-то не так, как могла, в общем, в прямом эфире так показала. Будем надеяться, что в таком формате мы еще с вами встретимся и не раз. Вот. Анечка пишет: Викуля, мне кажется, что у тебя в любом формате будет очень круто. Анечка, спасибо большое, но если бы ты знала, я вот вся уже все, вся мокрая, вся как, я не знаю что. Снимаю, всегда тебя смотрю, правда, не всегда коммент пишу. В эфире намного круче, можно вместе всей толпой на Танечка Лавнес пишет, обязательно встретимся. Вот, девочки, у меня руки вот все мокрые, все вот как не знаю что. Спасибо вам всем большое за то, что поддержали меня в прямом эфире. Увидимся с вами, я надеюсь, на следующей неделе, во вторник. А если вдруг какие-то вопросы или пожелания по поводу прямого эфира, пожалуйста, пишите в комментариях. Обязательно все учту. Все, девчонки, всех целую, всем пока-пока.